В этом видео поговорим про синдром, который часто встречается, причем встречается он независимо от того, как человек относится к спорту, здоровый он или больной, занимается он спортом активно или очень мало. И для этого я пригласил Маечку, она спортсменка, занимается спортом ежедневно практически, по 5-6 часов. И на ней можно показать, в принципе, наверное, такой из основных анатомических особенностей строения человека, поскольку у нее тело развито и жировая прослойка маленькая, и можно много чего разглядеть. Поскольку речь будет идти о верхнем перекрестном синдроме, он вызывает достаточно серьезные заболевания. Это ишемия может быть какая-то происходить в связи с тем, что кровь плохо проходит в мозг. А также боли вызывают. У всех по-разному, в разных частях тела, но причина у всего этого одна. Давайте вкратце пробежимся по анатомии. В чем проблема развития так называемого верхнего перекрестного синдрома? Эта причина может быть вызвана какими-то психоэмоциональными особенностями человека, может быть вызвана неправильным поведением в части походки, в части сидения за работой, за компьютером. Вообще, я много синдромов хотел бы рассмотреть, но, наверное, не в этом видео, а в других синдромах. Рассмотрим такие синдромы, как, я их называю шутливо, винт стоматолога. Ну, это связано с чем? С тем, что стоматологи очень часто и подолгу сидят в вынужденной позе, неудобной. Кроме того, можно рассмотреть такие синдромы, как походка шамаханской царицы. Это связано с неправильной физиологией неправильного хождения, когда плечевой пояс у нас совершает движение не в горизонтальной плоскости, как хотелось бы, а выламывается у нас, получается, шейно-грудной переход в силу необходимости совершать какие-то такие качательные движения. Ну, вернемся к перекрестному синдрому. Значит, особенностью вообще строения мышц спины является то, что у нас мышцы именно на спине, на шейно-воротниковой зоне не все выросли там, где они в зародышевом состоянии появляются. То есть некоторые мышцы у нас появились на спине, на груди и на шее и остались там, где они есть, а некоторые мышцы поменяли свое расположение относительно свободных конечностей. И в эмбриогенезе, получается, у нас развитие мышц идет в несколько слоев. Пройдемся коротенько. Те, кто не хотел бы слушать анатомическую часть, может это перелистнуть. В конце видео продолжим по содержательной части, как бороться с верхним перекрестным синдромом. Еще часто его называют немножко обидно, наверное, как горб бухгалтера. Естественно, к бухгалтерии это не имеет никакого прямого отношения, но тем не менее, значит, часто здесь мы видим такой горбик. Знаком многим он, в особенности женщинам. Кто-то это связывает с гормональными особенностями, кто-то с тем, что это бухгалтер. Но на самом деле ни к бухгалтерии, повторюсь, ни к гормонам это прямого отношения не имеет, хотя часто может быть связано. Но вернемся к строению. Значит, у нас получается здесь есть несколько слоев мышц. Все мы знаем, значит, широчайшую мышцу, соответственно, широчайшая мышца, функция ее такая полушутливая, это приведение руки, но в том числе можешь сделать такое движение, как попытка достать что-то из заднего кармана. Это в том числе ее функция — это доставание кошелька или телефона из заднего кармана джинсов или брюк. Соответственно, широчайшая мышца, здесь у нас находится трапециевидная мышца
Между прочим, вот мне интересно определение трапециевидной мышцы, но определение трапеции вроде бы как две параллельные и две непараллельные. В данном конкретном случае непонятно, да, какие стороны должны быть параллельные, чтобы трапециевидная мышца называлась параллельной. Вот. Но особенностью трапециевидной мышцы, она вот здесь вот располагается, является то, что она имеет большое количество пучков, и разные пучки могут быть одновременно антагонистами друг друга. Поскольку, например, можешь приподнять плечо? Вот если мы поднимаем плечо, получается, отрабатывают верхние пучки трапеции, а если мы, например, заводим руку за спину, да, здесь как бы тоже трапеция отрабатывает частично нижние пучки. А получается, что верхние пучки иногда могут быть антагонистами нижних пучков. Значит, получается, вернемся, да, у нас есть широчайшая мышца, трапециевидная мышца, мышца здесь поднимающая лопатку, название ее и функция, соответственно. Верхние зубчатые мышцы, нижние зубчатые мышцы, они идут глубже. Ромбовидные мышцы, соответственно, их 4 штуки, ну, по 2 с каждой стороны. Они практически неразделимы, но выделяют верхнюю и нижнюю. Соответственно, задние верхние зубчатые мышцы, задние нижние зубчатые мышцы. Это вот те слои, которые можно определить. Я двигаюсь, да, от кожи вглубь. Далее вдоль позвоночника у нас есть так называемые, сейчас современные классификации не употребляют такие названия уже вот в учебниках Гайворонского, но по старым учебникам можно выделить медиальный и латеральный тракт. Это вот очень удобно, несмотря на то, что в современных учебниках этого нету, но это очень удобно про них рассказывать. Соответственно, о чем идет речь? Здесь у нас идет мышца эректор спины. Строение ее очень такое, с одной стороны мудреное, с другой стороны понятное, ну, как такое дерево. Оно, соответственно, переходит у нас на разные участки позвоночника. И вот что интересно, получается, что у нас здесь есть очень мощный пучок мышц, который идет от крестцовой области, и здесь у нас, соответственно, сверху идут, вниз опускаются ременные мышцы. Ременная мышца шеи, ременная мышца головы. И крепление у них, соответственно, вот все происходит в этой области. И здесь также еще дополнительно вдоль позвоночника в самом глубоком слое есть так называемые поперечно-остистые мышцы. Они перекидываются через 2, 4, 6 позвонков. Это полуостистые мышцы, многораздельные мышцы и так называемые мышцы-вращатели. Точки крепления мышц поперечно-остистых несколько различаются, но главное то, что их функция в том, чтобы разгибать позвоночник или при одностороннем сокращении вращать позвоночник в сторону, противоположную сокращению. И кроме того, еще прямо по самому позвоночнику проходят мышцы между поперечными отростками и между остистыми отростками. Они как бы скрепляются, соответственно, остистые отростки и поперечные отростки. Остистые и поперечные. И получается, что со спины мы видим 3 слоя мышц. Все они взаимно дополняют друг друга, работают как синергисты, как антагонисты друг по отношению к другу. А если рассматривать человека, стань, пожалуйста, бочком. Если рассматривать человека со стороны, то получается у нас антагонистами всех вот этих вот мышц являются с этой стороны мышцы груди. И вот в верхней части так получается, что антагонистом являются мышцы большая грудная и малая грудная. Казалось бы, да, вот мы сзади перечислили большое количество мышц, а спереди так, чтобы отрабатывалась именно гармония, да, передние части тела и задние, у нас всего 2 мышцы. Конечно же, кроме них есть еще межреберные мышцы, в 2 слоя идут за ребрами поперечная мышца.
идет верхние, значит, зубчатые мышцы идут, здесь, да, просто передние зубчатые мышцы. Понятно, что есть мышцы живота, но вот обращаю, да, внимание, что у нас, если со спины у нас мышцы идут в несколько слоев, то спереди у нас получается большая грудная, малая грудная, дальше идет реберные мышцы. Но здесь такая маленькая одна мышца всего, ничего, это подключичная, но она не настолько сильная, чтобы о ней так специально говорить вот в формате этого видео. Что происходит и как развивается верхний перекрестный синдром? Если у нас мышцу грудную сильно накачивать, то она, соответственно, сокращается и укорачивается. И в этом основная проблема вот этой большой грудной мышцы. Она сильная, мощная, то есть ее функция достаточно... Функционально она очень нагружена, поскольку мы часто пользуемся верхней конечностью. Кроме того, у нас здесь еще также, да, на руках мощные мышцы, две головки бицепса, длинная, короткая, трицепс, дельтовидные мышцы. Это все мышцы, укрепляющие плечевой сустав. То есть этот сустав, он не очень, скажем так, физиологически крепок, поскольку, если сравнивать его с тем же самым тазобедренным суставом, там у нас есть вертлужная впадина, а здесь у нас такая поверхность, что сустав сам по себе не очень мощный. То есть он держится в основном за счет окружающих его структур. Там есть небольшая губа, но она также часто повреждается. Так вот, вернусь опять же к большой грудной мышце. У нас здесь большая грудная мышца, высоконагруженная, с одной стороны она мощная, но с другой стороны ее прокачка постоянная ведет к ее укорочению. И что развивается? У нас развивается такое вот вперед, такая характерная, покажи, пожалуйста, вот как, да, бывает, что вот эту такую осанку. Да, характерный такой заворот в плечах. Ну все, просто показать. Что с этим делать? Многие задаются вопросом. Кто-то пытается корректировать это осанкой. Вот все обращают внимание, да, на такие выпирающие лопатки. Кто-то пытается корректировать это выпрямлением спины. Что происходит при выпрямлении спины? Может, да, с лопатки свести. Вот у нас получается здесь верхние зубчатые, задние верхние зубчатые мышцы. Ромбовидные мышцы, они отрабатывают, ну, кроме того, еще мышцы вокруг лопаток, да, значит, здесь принимают участие, но в основном это все-таки ромбовидные мышцы, и ромбовидная трапеция и верхние зубчатые. Но они не могут находиться в постоянном таком тонусе. Человек все равно расслабляется, и эти мышцы устают от долгого держания осанки, и происходит еще, может быть, даже ухудшение ситуации, поскольку мышца должна иметь постоянные фазы отдыха, то есть они постоянно не могут быть сокращены. Если ты выпрямляешь спину и держишь ее именно ровно, специально, да, как вынужденная поза, ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. И в данном случае что приходится делать? Приходится растягивать грудные мышцы. Но растянув грудную мышцу, мы сталкиваемся с той проблемой, что мышца-то сильная, ты ее растягиваешь, потом в силу того, что ей нужно постоянно пользоваться, в силу того, что мы все ходим в спортзал, эта мышца опять сокращается, и все возвращается по кругу. Вот. Вот тут можно посмотреть у Майи, да, такого синдрома перекрестного нет, у нее спинка достаточно ровная, трапеция хорошо при этом прокачана, вот, да, ее верхние пучки ее можно легко прощупать, найти, ременные мышцы здесь все видны. Как бы, если выше пойти, также можно прощупать мышцы, связанные с первым, вторым позвонками, косые, прямые мышцы, но они имеют также отношение, почему я о них говорю, к вот этому горбу, который здесь вот образуется, да, в связи с верхним перекрестным синдромом, но в меньшей степени. Все-таки основное это укорочение больших грудных мышц. Про малую грудную мышцу в данном контексте тоже можно поговорить. То есть она крепится здесь тремя пучками к ребрам. Она также может влиять на то, что
лопатка, да, бывает поднимается, но сила мышцы основная все-таки заключена в большой грудной мышце, и поэтому сейчас мы вот поговорим, как и что с ней можно делать для того, чтобы избавиться от этого верхнего перекрестного синдрома. Повторюсь, да, почему это очень важно. Этой боли в области, получается, здесь 5, 6, 7 шейных позвонков и вплоть до 8, 9 в грудном отделе позвонка. То есть фактически у нас вот этот вот участок часто имеют плохое кровоснабжение в связи с тем, что мышцы здесь напрягаются, большая грудная мышца их перетягивает. А у нас есть сосуд, который ведет в мозг, да, позвоночная артерия, и это также приносит свою лепту в негативные какие-то негативную симптоматику. Вот. Значит, вот посмотрели, как должно быть примерно. И вот приглашу сейчас для того, чтобы продемонстрировать, как верхнеперекрестный синдром выглядит на человеке, приглашу еще одного мастера спорта, Андрея. Вот, Андрей, можешь подойти? Маечка, спасибо большое. Так, вот Андрей, и многие люди говорят, что сходи в спортзал, и осанка твоя справится. Сделай упражнения на спину или выпрями поясницу. Часто родители своим детям там хлопают по пояснице и говорят: ну-ка, выпрями спину, и все будет у тебя хорошо с осанкой. На самом деле это, конечно же, не так. То есть вот Андрей у нас еще один мастер спорта, занимается спортом, можно сказать, регулярно, да, то есть это по несколько часов в день, причем это не какая-то направленная тренировка, то есть это не гребля, это не поднятие тяжестей, да, это фигурное катание, там есть у нас и динамическая нагрузка, и статическая нагрузка, и силовая нагрузка на ОФП, и у нас есть нагрузка, связанная с интервалами, да, то есть это когда рывковые движения, то есть у нас протренировываются не просто мышцы в каком-то одном, да, режиме, например, при пауэрлифтинге или при Men's Physique, да, когда люди готовятся как бодибилдеры, да, больше. А в данном конкретном контексте есть все виды нагрузок, то есть это и силовая, повторюсь, и физическая нагрузка, динамическая, да, и какая-то такая больше, наверное, да, двигательная нагрузка. То есть это танцевальные движения, гимнастика, гимнастические движения, да, то есть получается, какие у вас, скажи, как вы делите тренировки? Ну, сильно-то не делим. Чаще всего вот, ну, много очень на выносливость идет, то есть как бы, ну, можно сказать, все подряд, и там и прыжковые, на силу, там вот как раз танцевальные. Ну, то есть нету однонаправленности, и вроде бы, казалось бы, тело должно развиваться синхронно, да, то есть все группы мышц прорабатываются одновременно, и всем группам мышц уделяется внимание. Возможно, такой верхнеперекрестный синдром появляется в связи там, с психологическими, да, какими-то эмоциональными особенностями человека. Но у нас видео посвящено, что с этим делать. И вот мы сейчас сначала посмотрим, да, что такое верхнеперекрестный синдром примерно, и потом покажу упражнения, как с этим можно справляться. Снимешь футболку, покажем. Так, вот смотрим на Андрея, очень показательно, да, вид сбоку. Получается, что вот у Андрея мощные грудные мышцы, как бы очень развитые, очень рельефные, их очень хорошо видно. Соответственно, дельты тоже мощные, развитые. Понятно, что бицепсы, трицепсы, все хорошо рельефно прорисовано. Крайне мощная мышца, да, трапеции, верхние пучки. И вот мы обращаем внимание, значит, как его выделить, да, верхний перекрестный синдром. Мы смотрим на ухо. Если у нас ухо, вообще ухо должно приходить в определенную точку на стопе, но это отдельный синдром, который отдельно, о котором можно отдельно говорить. Но в данном конкретном случае вот у нас очевидно, да, уход
головы несколько вперед относительно плеча. Почему это появляется? Да, и за счет того, что у нас грудная мышца мощная, она укорачивается, и вот, соответственно, происходит вот такое вот выкручивание. И вот такие вот крылья, говорят. На самом деле, конечно же, не крылья, то есть вот такая выпирающая лопатка. И здесь вот мы видим такую особенность, тоже анатомическую, да, площадку. Мышцы здесь, соответственно, растягиваются. Какие мышцы? Да? Здесь, да, в первую очередь это ромбовидные мышцы. Хотелось бы их немножко подкоротить, но так, чтобы их не специально, да, конечно, Андрей может выпрямиться, конечно, он может их свести, но в этот момент большая грудная ему не дает находиться в такой позе естественно. То есть для него вот такая поза – это вынужденная поза. Мышцы ромбовидные у него в силу тренировок очень мощные, но, как я уже говорил, сила мышцы не дает ту осанку, которую хотелось бы, потому что большая грудная мышца, укороченная и еще более мощная, она перетягивает его положение плечей вперед. Вот. Теперь поговорим, что с этим делать. Значит, для решения этой проблемы можно применить комплекс упражнений, которые я называю суперсетами. Ну, вот многие тренеры называют суперсетами несколько другое, но здесь, поскольку видео долгое, я расскажу более подробно о комплексе тренировок, которые можно применять для того, чтобы справиться вот с верхним перекрестным синдромом. И вот, кстати, хотел сказать по поводу названия. Вот у Андрея это нету никакой холки бухгалтера, да, вот в данном случае, поэтому я все-таки хотел бы называть этот синдром именно как верхний перекрестный, а не как холка бухгалтера. Вот Андрей не бухгалтер, и холки у него нету никакой, да, никакого там жира нету, и тем более с гормонами это не связано никаким образом. Вернее, ну, конечно же, может быть связано, там, если жировая клетчатка накапливается, она там, здесь нагрузки физически не хватает, там, где нагрузки физически не хватает, там жир, соответственно, и нарастает. Но вот у Андрея жировой клетчатки очень мало, то есть вот многие следят, да, за вот такой щипком, да, по количеству жировой клетчатки, Андрея ее очень мало, никакого горба бухгалтера нет, а верхний перекрестный синдром есть. Значит, вернусь к упражнениям. Что такое суперсеты, да, вот в том контексте, в котором я хочу сейчас рассказать. Так, теперь поговорим о самом комплексе тренировок. Почему я называю его комплексом тренировок и почему называю его суперсетом? Дело в том, что для того, чтобы купировать этот верхний перекрестный синдром, требуется ряд факторов, которые объединяют в себе как направленность тренировок с точки зрения стороны тела, да, получается, на мышцы-антагонисты. То есть мы их тренируем не по очереди, а фактически одновременно. И мы эти тренировки как комплекс располагаем в течение недели. Разберем по очереди. Значит, например, в понедельник мы тренируем грудь так, чтобы она была мощная и при этом не сокращалась бы так, чтобы не утягивать наше плечо вперед. И в этот же день мы тренируем одновременно фактически спину. И мы с Андреем чуть попозже покажем видео, как натренировать это вместе. Вот тренировка, получается, у нас идет 4 раза в неделю: понедельник, среда с отдыхом, четверг или пятница, и дальше суббота или воскресенье. Вот 3 или 4 тренировки в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье. Потом смещаемся на следующей неделе, если это требуется, но в воскресенье можно потренировать в каком-то таком полурасслабленном режиме, потому что телу для восстановления требуется время. То есть те, кто качается на силу, на объем, очень хорошо это знают, что мышце нужно большое количество времени для ее нормального восстановления, для роста.
Но вернусь к тому, как тренироваться. Значит, еще раз. По понедельникам мы тренируем сильную грудь и одновременно мы тренируем слабую спину. А в среду мы делаем больше упор на спину, тренируем так называемую сильную спину и слабую грудь. Потом меняемся. И так по очереди мы двигаемся. В один день мы качаем сильно грудь, в другой день мы качаем сильно спину. Почему важно тренировать это одновременно? Поскольку мышцы являются взаимными антагонистами, мы не даем мышце после тренировки укоротиться. То есть если мы хорошенечко покачали грудные мышцы, они, соответственно, у нас укорачиваются, и нам приходится прогибать спину для того, чтобы держать их в нормальной физиологической позиции. Либо наоборот, как после того, как мы покачали мощно спину, нас прогибает, и грудные мышцы при этом растягиваются, но физиологично это не выглядит. Так, сегодня, допустим, понедельник, и мы тренируем сильную грудь. Возьмем самые простые упражнения: сведение, разведение. Значит, соответственно, сегодня, поскольку мы тренируем на силу, то тогда мы берем 70% от максимальной нагрузки. Ну, там, наверное, для Андрея это максимальная нагрузка, наверное, будет килограммов 40, да, гантели должны быть. И вот он должен взять таким образом гантели там массой килограммов по 25-30 и делать 7 повторений. Это вот будет упражнение именно на силу, на мощность, да, как бы мышц. Причем делаем всего, хватит, Андрей, 7 повторений, поскольку, да, упражнения мощные. И после этого мы быстро в течение этой же минуты оставляем гантели и берем, тянем все пучки грудные и вот опускаемся, да, вот так вот. Хорошенечко их растягиваем. Вот здесь важно не пропустить никакой из волокон. После этого также без отдыха, не отдыхаем, берем гантели и осуществляем тренировку, получается, зубчатых мышц, ромбовидных мышц. То есть мы осуществляем приближение друг к другу лопаток. Здесь зачем важно следить? Ну, можно ниже опускать, затем, чтобы угол в локте не менялся. И, соответственно, правильно устанавливаем физиологически поясничку. И вот 10, 12 до 15 повторений. И что касается массы, мы берем 50% от максимальной массы, которую спортсмен может поднять. Но количество повторений, если мы на грудь делали 7-8 повторений при массе в 70% от максимальной, то на спину мы делаем 10-15 повторений при нагрузке в 50% от максимальной, которую Андрей мог бы поднять. И сразу же, без отдыха, не забываем, также тянем, то есть также тянем все пучки. Здесь у нас, конечно же, больше мышц тянется, здесь и круглые мышцы тянутся, и мышцы вокруг лопатки тянутся, и дыхательные мышцы все на ребрах тянутся, но упор делаем на ту мышцу, которую мы сильно тренировали. В данном случае какие у тебя? Ну, ромбовидные, правильно? У тебя сильно напряглись. Вот ромбовидные, верхние зубчатые, ременная мышца могла поработать, мышца, поднимающая лопатку. Все эти мышцы мы последовательно вот так вот аккуратно тянем. Значит, как это выглядит по времени? Мы 50% времени тренируем мышцу, 50% времени мы тянемся. То есть, если мы минуту делали упражнение, да, как раз там, допустим, 10-15 повторений, делаем не спеша, там по 3-4 секунды на одно повторение. После этого мы также минуту тянем каждый пучок очень внимательно. И по времени что у нас получается? Например, мы протренировали сильную грудь, минута отдыха. Дальше отдых в чем заключался? В растяжке. Дальше мы протренировали слабую спину, минута растяжки. После этого минута у нас просто отдыха, посидели на скамеечке, попили водички. Да, спасибо, Андрей. Так мы делаем. Вот у нас получается
один сет, назовем это сетом, 5 минут. Таких мы сетов делаем 4 подхода. Этого вполне достаточно. То есть мы протренируем, получается, как грудь, так и спину. И вот повторюсь, по понедельникам у нас сильная грудь, слабая спина. В среду мы тренируем все то же самое. Сами упражнения могут быть такими же, но мы берем по средам сильную спину. То есть что это означает? Мы берем 70% от максимальной нагрузку и делаем упражнение с весом в 70% от максимальной. А грудь мы в этом сете тренируем с нагрузкой в 50%, но количество повторений будет больше 10, 10-15. Ну, по желанию, кто хочет, может доходить до 20. Упражнения могут быть как с изменением длины мышцы, так и с постоянной длиной мышцы. То есть просто на сжимание, например, 2 гантелей или при упражнении на спине можно поднять и подержать вес без изменения длины мышцы. Это не принципиально, каждый выбирает тот подход, который ему близок, но самое главное, что здесь нужно понять, то, что у нас в составе комплекса идут упражнения на спину и на грудь, на мышцы-антагонисты, то, что мы тренируем их с разным весом одновременно в один день. Мы тренируем это в течение комплекса. Этот комплекс можно выполнять, наверное, достаточно будет хотя бы месяц, чтобы почувствовать значительные изменения. И мы включаем в состав каждого подхода, каждого сета растяжку тех мышц, которые отработали. И мы даем достаточно адекватный отдых между каждым упражнением. То есть, с одной стороны, мы вроде бы прокачали мышцу, с другой стороны, во время растяжки эта же мышца отдыхает. И плюс мы дополнительно даем еще минуту отдыха вообще всему телу, для того, чтобы оно насытилось кислородом, для того, чтобы следующее упражнение прошло более эффективно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, задавайте ваши вопросы, комментарии. Желательно будет услышать ваш опыт, как вы тренируете спортсменов с верхним перекрестным синдромом. Ну и если видео наберет достаточное количество лайков, сниму еще для вас видео, посвященное таким синдромам, как бицепс альпиниста или предплечье альпиниста, шея шамаханской царицы, походка балерины. Кроме того, можно поработать еще с плоскостопием. Также упражнения, направленные на исправление этой проблемы, причем даже во взрослом возрасте, когда, казалось бы, уже можно только купировать болевые синдромы какими-то там хирургическими методами. Но в данном случае можно вернуть баланс в мышцы стоп так, чтобы плоскостопие не доставляло дискомфорта и боли, так, чтобы вы могли гулять часами. Но еще раз подписывайтесь на канал, жду лайков и комментариев.